Да, легко сражаться против боссов, когда у тебя топ-защита. И ты можешь собрать такую же. Самый подробный гайд, как собрать топ-защиту от огня, гнили и льда в этом видео. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать Grimsoul. Как ты уже знаешь, существует 3 босса. Горит, Врагна и Хальт. У них элементальный урон. Гниль, огонь и лед. Первое, как ты можешь от него защититься? Это, конечно же, скиллы. Огнеупорность, морозостойкость, сопротивление гнили. Второе. Собрать комплект брони. Страж чистоты, морозный комплект брони или защита от огня. Третье. Амулет с защитой от нужного тебе элемента. Ну и четвертое. Мазь. Поехали. Поподробнее разберем каждый момент. Первое. Скиллы. Где ты можешь выбить эти способности? Огнеупорность, морозостойкость и сопротивление гнили. На боссах смотрим. Нету. А где есть? Локация Вагенбург. Очень крутая локация. Здесь выбиваются все 3 этих скилла. Это раз. 2. Карточные игры, конечно же. Если ты выбьешь Инквизицию, тебе может попасться эта книга. Также можно за донат прикупить книжки в подземельях Истязателей. Когда ты пройдешь все круги за инсигнии псов, тоже будут тебе книжки. Ну и ждать в игровых событиях. Себастьян Кер, ветеран, часто дают фолианты книжные, да? В общем, это не просто, но можно. Второе. Талисман защиты от гнили. Самый простой способ участвовать в игровых событиях, сезонных наградах. Может тоже тебе выпасть шкатулка с редким талисманом и получишь тот самый амулетик. Ну и лучший способ просто их скрафтить. Но для того, чтобы их скрафтить, нужно еще построить ритуальный круг. Да, сгонять в серебряные рудники, нафармить оскверненного серебра, переплавить его. Короче, капец, путь не близкий. И вот тут тебе могут просто вот так оп и дать талисман защиты. 3 малых объединяются в редкий уже, в усиленный, да? В общем, самый простой способ это участвовать в жизни Grimsoul. Играть, выживать. Очень часто дают всякие события, ивенты, где есть амулетики. Третье. Стойкая мазь. В столе травника вот такая защитная мазь превращается в стойкую. Это прям реально круто. 20% стихийный урон защищается на 3 минуты. Где выбивается защитная мазь? Или та же самая книжка? Ты всегда можешь самостоятельно посмотреть. Берем подземелье отрекшихся, смотрим. Есть ли тут иконка защитной мази? Или нет? Нету. Есть ли книжка нужная нам? Проверяем все книжки. А лучше зайти в скиллы и посмотреть, какая книга, значок, цвет. Нас интересует персонаж. И такой щит с глазами. Ха-ха-ха, блин. Все готово. Вот он, щит с глазами. Нету нужное нам. Вагенбург. Щит с глазами. Вот она, огнеупорность, морозостойкость и сопротивление гнили. А мазь? Мазь тоже есть. И стойкая, и защитная. В общем, ты всегда можешь самостоятельно посмотреть, что тебе нужно. Переходим к 4-му способу, как усилиться. И он даже легче, чем мазь. Потому что это реально доступно даже новичкам. Тебе нужно собрать нужный комплект брони. Против Врагны это страж чистоты. Против Хальт это северный волк. Все та же вкладка. Тапаем на локацию и смотрим, падает ли оно здесь. Падает, значит можешь выбивать идти. Подземелье отрекшихся. Опачки. Вот он, твой страж чистоты против Врагны. Вот он, волк против Хальт. А вот он и заинденевший комплект брони. Катакомбочки. Нужные книжки. Нету. Мази. Нету. А вот броньки есть.
Ну и сюда же в комплект брони можно отнести короба. Существует 3 короба. Огненный, ледяной, ну и против Рагны. Но для начала тебе нужен чертеж короба. Ну, либо выбить с босса сам короб. Соответственно, с Фрагны падает короб против нее. С Горида против Горида. С Хальт против Хальт. Выбив рецепт, все не так просто. Тебе еще нужна будет голова босса. Соответственно, с Фрагны падает голова Врагны. С Горида голова Горида. С Хальт Хальт. Короб Врагны я еще не собрал, но могу тебе показать уже. То же самое будет, как и короб живого огня и короб лютой стужи. Обязательно будет короб обычный. Обязательно будет головешка босса. Ну и там уже все остальные ресурсы какие-то разные, да, другие. А почему собрать броню проще всего? Потому что даже в подземельях отрекшихся будешь бегать, и тебе будут давать фрагменты брони. Пусть даже ты не фулл броню соберешь, не полный комплект. Это уже даст тебе защиту от того или иного босса. Ну а соберешь фулл комплект, да, будет допом еще 200 защиты. От холода, здесь от огня. Где я тебе рекомендую фармить эти фрагменты брони? Везде, где они есть. Просто играй, просто развивайся, и они будут. Ну вот, к примеру, выпала разбитая повозка. И в ней есть стойкая мазь. Да, временные события, это очень круто. Чё б тебе не выпало. Их надо лутать. Ну ты помнишь, ты же смотрел плейлист новичка? Проклятая обсерватория. В ней очень часто дают либо заинденевшую броню, либо страж чистоты. Защиты от Хальт здесь нету. Но когда сюда приходишь, придется полностью взорвать и открыть все ящики. А это 1 пороховая, 1 бочонок и 2 пороховых заряда. Тебе самое главное вот этот топ-ящик взять. Ну они все хороши. Если пришел взрывать, то надо взрывать полностью все. Вот здесь будет гарантированно что-то из брони. Заинденевший бехтерец против Горидика. И перчатки стражи чистоты против Хальт. И оп! Призрак писаря. В общем, понятно, да? Самое главное, конечно, это большую бомбу сюда притащить. Именно в топ-ящике есть то, что тебе надо. Но если ты ее притащишь, тогда обязательно и маленькая нужна. Повторюсь, самые простые способы. Это подземелья отрекшихся. Катакомбы вот эти фантастические. И будут у тебя уже хоть какая-то броня. Добавь сюда еще всякие временные ивенты, события, будут тебе и мази. Участвуй в жизни Гримсоул, будут тебе и амулетики. Книжки, то же самое, участвуй. В багряных, просто вот этот календарь, да, фигач, все, что тут появляется. И будут тебе и книги. Ну а дойдешь до Вагенбурга, фарми его, тогда процесс ускорится. Ну и не забывай про подземелья истязателей. Фарме инсигнии псов войны тебе будут давать вот такие вот шкатулки. Ну, соответственно, здесь гарантированный комплект против Горида собирается. Здесь от Хальт. А от Врагны, а прямо сейчас и получим. Проходя сами подземелья истязателей, уже будешь фармить против Врагны броню, против Горида и против Хальт. Книг, к сожалению, нет, только Вагенбург. Но зато есть те самые инсигнии псов войны. Недалеко от входа стоит вот такой хронист Тадеуш. У него реликварии, плюс очень много кругов. Пройдя один круг, идет следующий. Прошел еще один, следующий, за ним следующий. И так до бесконечности? Нет. Дойдя до финала круга, вот такой будет таинственный фолиант. И все заново идет. Ну, то есть, это, грубо говоря, гарантированные комплекты брони, топ-книги, если будешь фармить подземелья истязателей. Вот он. Хыдыщ. Опять перчатки ел-пала.
Ну вот, на твоих глазах, да? Я выбивал кучу этой брони. Какой итог? Ха-ха-ха, блин. Это не просто, вот какой итог. Но если к этому будешь идти, у тебя обязательно будет броня от всех 3 боссов. И книги навыбиваешь, и амулеты появятся рано или поздно, и мазь тем более. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой видос. Не забудь поддержать, оценить лайком, ну и конечно подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Но видосы все-таки выходят каждый день. Не забывай про наш телеграм-канал. Если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши призов, анонсы всех видео, стримов, сливы обновлений. Скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов.